Ты говорила, все вещи разобрали, а тут коробки остались. Мы не будем их разбирать, просто вынесем на помойку. Тут на каждой коробке дата твоего рождения. Только года разные. Пожалуйста, просто вынеси на улицу коробки. Ну, вдруг в них что-то полезное есть. Не зря же их бабушка складировала. Это подарки отца из тюрьмы. Я думала, бабушка их выбросила, а она, видишь, все до одной оставила. Я их никогда не открывала и открывать не буду. Больше 10 лет прошло. Даже твоя мама его простила. Да, а он даже на похороны к ней не приехал. Каждый раз обещал завязать с кражами, каждый раз обманывал. Если ты боишься надорваться, давай я вызову грузчиков. Да нет. Лев, ты специально, что ли? Да, Люб, нет, конечно, честное слово. Ну, ты же видел, что она в дверь не проходит. Записки или письма какого-нибудь нет. Ну вот плоскогубцы нам в новом доме не помешают. Странно, я в том году в 7 классе училась. Наверное, бабушка действительно что-то перепутала. Давай откроем оставшиеся коробки. Вдруг мы там найдем нормальную посуду взамен той, которую разбили при переезде. А найди самую первую коробку за 2008 год. Это год, когда папу посадили. Нашел. Она легкая, там посуды точно нет. Все. Все, больше ничего открывать не будем. Бабушка не перепутала. Почему? Это же просто жираф. Как твой отец на зоне такие вещи добывал? Я думаю, что он сам его связал. У него было несколько довольно странных хобби. Я прям представляю картину. Вор в законе сидит в камере и вяжет петельку-крючочек. Может, бабушка ее сюда положила? Может быть, она тоже, в принципе, умела. Я думал, ты ежиков любишь. По жирафу ты мне ничего не рассказывала. Жирафа меня в детстве в семье дразнили, потому что я ходила на цыпочках и мечтала стать балериной. Ты не рассказывала. Ну, зачем рассказывать то, что не получилось? Потому что человек не только из задач состоит. Давай откроем еще одну, и я обещаю, если она тебя расстроит, то я все соберу и аккуратно выкину. Что там? Ну, тебе не понравится. Что ты за меня решил? Потому что я тебя знаю. Ну, про жирафа ты не знал. Я же говорил. Все равно не понимаю, как твой папа посылал такие вещи с мест заключения. Я думаю, через друзей, которые были на свободе. А сколько тебе в том году было? 15? Зато теперь мы с тобой знаем, что это не бабушка положила. Твой отец хотел, чтобы ты пошла по его стопам, вламывалась в чужие дома и вскрывала сейфы? Один сейф. Я, правда, не понимаю, как папа узнал, что мы с Лешей его нашли. Леша – это мой двоюродный брат. Мы с ним поехали тогда летом на каникулы к родственникам и забрались в какой-то старый заброшенный пансионат. И там в стене нашли большой сейф. Мы потом неделю его выкорчевывали оттуда, потом перепрятали. Но я никому об этом не рассказывала, ни маме, ни бабушке. Ну, может быть, брат рассказал. Сейф в итоге открыли? Да. Там вообще ничего интересного не оказалось. Какие-то просроченные лекарства, бумаги к папке.
Айболит. Ты собиралась прочесть эту книгу в 16 лет? Нет, мне просто очень нравились рисунки Чижикова. У нас была такая книжка, кто-то ее взял почитать и так и не вернул. И я тогда очень расстроилась, закатила истерику. Мама обещала купить, но так и не купила. Твой папа знал, что ты подашься в ветеринара? Я в 16 собиралась поступать в медицинский, потом передумала. Не знаю, может, мама писала ему. Это был как раз тот год, когда им запретили свидание, потому что папа совершил первую попытку к бегству. А у тебя что? Ай! Черт. Ой-ой-ой. Хочешь, больше не будем открывать? В 17 лет меня изнасиловали. Ты не говорила? Тогда очень много об этом говорили, и я устала. Закрыла для себя эту тему. Их нашли? Да, и пытались судить. У меня был телефон, на котором осталась запись, как все это начиналось, но странным образом телефон потеряли в суде, и мы ничего не смогли сделать, им дали условно. А зимой, через полгода, они попали в аварию, и двое из них стали инвалидами, а третий погиб. Он вылетел в лобовое стекло. Я думала, что это несчастный случай, карма. Похоже на черные метки. Думаешь, твой отец мог это подстроить? Я даже думать не хочу об этом. Пойдем другие коробки откроем. Уверена? Любимки на 18-летие. А почему он бежал за год до освобождения? Его не пустили на прощание с мамой. Почему бабушка мне ничего не рассказала? Ну, может, она никогда не заглядывала в эти коробки? Или как ты считала, что про неудачу лучше молчать? Удовлетворение ходатайства отказать. Папа хотел, чтобы мы с бабушкой и с мамой разъехались, потому что мы все время из-за него ссорились. И поэтому он положил инструменты, чтобы было легче решиться. Просто в тот год бабушка заболела, и мы не смогли ее оставить. А это, похоже, тебе. Да. Ты говорил, что я мог бы ему понравиться. Что он хотел сказать это копиркой. Что я такой же мелочный. Даже положил молоток, чтобы от меня ничего не осталось. Там не деньги. Мы с папой коллекционировали бракованные пуговицы. Без дырочек или, наоборот, с лишними дырочками. Удивительно, что она сохранилась. Я думала, она пропала. Ну, если есть молоток, значит, надо разбить. Стой.
Вижу, твой отец умеет вязать не только жирафов. Это я ему делала на день рождения. Тут еще были буквы, видимо, они отвалились. Папочка? Папича. Папа любил пить чай, а я любила ему его заваривать. И я даже думала, что чай так и называется, папича. Почему ты говоришь о собственном отце в прошедшем времени? Я бы хотел с ним встретиться. Сколько им осталось? 709 дней. Есть время родить внуков. Они ему сделают новые фенечки. А если ты его не простишь, то я что-нибудь украду и прошу, чтобы меня посадили в его колонию. Надо было раньше все это открыть.